Now, this week, and next week, will be different from the previous 2 weeks. На этой и следующей неделе будут отличаться от двух предыдущих. In this sense. Вот в каком-то плане. Our previous course was theological Наш предыдущий курс был богословским. and tended to be topical in nature. И по природе своей был, так сказать, тематический. And this is going to be biblical in our study. А вот этот курс, через который мы сейчас пройдем, он будет по своей природе библейским, то есть он будет библейским богословием. And we're going to be looking at the Pentateuch. И мы будем смотреть на Пятикнижие. What we'll do is to spend maybe 3 days in Genesis, I'm not sure. И что мы, скорее всего, сделаем, это мы потратим первые 3 дня на бытие, еще время. And then we will survey the rest of the books in the Pentateuch. И потом мы исследуем оставшиеся книги Пятикнижия. За 2 дня. За 2 дня? Нет, за 2 дня, за день и за 6 дней, за 5 дней. There are a number of ways to approach the study of the Bible. Есть множество способов, с помощью которых мы можем исследовать Библию, подходов к изучению Библии. There's what's called the synthetic approach. И тот, которым мы воспользуемся, это синтетический подход. In the synthetic approach, sometimes we call it a survey. Но в синтетическом подходе и мы иногда называем это обзором. And this is designed to give an overall view of the Bible. И он разработан с целью дать общий взгляд, общее представление о Библии. So that you can get an idea of the big picture, the overall message. Таким образом, вы сможете получить представление о большой картине, об общем послании. So this is more like studying the forest instead of the trees. И это скорее как, когда вы изучаете лес целиком, а не отдельные деревья. And so we will go through these books rather quickly. И мы через эти книги пройдем достаточно быстро. And not spend a lot of time doing detailed analysis. И не будем сильно много времени проводить за детальным анализом. So this is to teach you content, what's in the books. И это мы делаем с целью, чтобы показать вам и как содержание книг, что там написано. To show you the structure. Показать также структуру. And hopefully to help you see how the various pieces fit together to make up the whole. Структуру книги. И также показать вам, как различные части книги, они складываются вместе, составляя целое повествование. So this is called the synthetic approach. И вот это то, что мы называем синтетическим подходом. Or we could call it survey. Или мы можем назвать это обзором. Sometimes you study the Bible analytically, И иногда вы изучаете Библию аналитически. which would be the process of studying the Bible verse by verse or phrase by phrase. И что означает, что вы изучаете Библию стих за стихом, фраза за фразой. And this is to get an in-depth understanding. И это дает вам более глубокое понимание. Sometimes we study the Bible topically or doctrinally. Иногда мы изучаем Писание тематически или доктринально, то есть. Which would be a study of the Bible, let's say in a
theological sense. Но и это будет исследование Библии в таком богословском смысле, то есть как, с точки зрения систематического. Where you will take information on a particular topic all the way from Genesis through Revelation. Когда вы находите информацию по тому или иному вопросу от бытия до откровения. There are other means of studying the Bible. Есть другие средства, способы, с помощью которых вы можете исследовать Библию. But through the synthetic approach, we are able to grasp the big picture. Но используя синтетический подход, мы можем уловить большую картину. And this will help us also to understand details later. И это также поможет нам позднее, в будущем, понять многие детали. In some ways, it's like working a jigsaw puzzle. И в каком-то смысле это как собирать пазл. When you do a jigsaw puzzle, generally you look at the big picture. И когда вы собираете пазл, обычно вы смотрите на вот эту вот большую картинку на коробке, да, то есть что должно получиться. Then when you pick up an individual piece, Потом вы берете отдельный вот кусочек, having that big picture helps you to understand и how this fits with the rest of the pieces. вы смотрите на кусочек, смотрите на большую картинку, и вот то, что у вас есть эта большая картинка, помогает вам понять, куда, где соотносится вот этот маленький кусочек со всеми остальными. So sometimes we need to have this big picture of Scripture. И иногда нам нужно иметь вот такую большую картинку Писания. Now, what we're going to have here really is a short survey. И то, что мы с вами здесь проделаем, это будет достаточно краткий обзор. But it's important for you to come to have an understanding of basically what's in the Bible. Но очень важно для вас понять и получить вот это общее представление о том, что же там вообще в Библии. And how do all of these different pieces fit together? И как все эти различные кусочки собираются вместе, как они соотносятся друг с другом. Over the course of 2 years, you will have a survey of all 66 books. И в течение нашего обучения, в течение этих 2 лет, мы сделаем обзор всех 66 книг. So you should be able to tell me what is in the book of Obadiah. И вы мне, например, сможете сказать, о чем книга Авдия. Or 2 Chronicles. Или второе Паралипоменон. Zephaniah. Сафонии книги вы сможете мне объяснить и описать. Philemon. Послание к Филиппону. So that you just know what's in them. То есть вы будете понимать, что же там написано. It will help you understand how God has worked in the past. И это поможет вам понять, как Бог трудился в прошлом. What He's going to do in the future. И что Он намерен делать в будущем. And what's He doing right now. И что же Он делает прямо сейчас. In 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. It says that all Scripture is God-breathed. Написано, что все Писание богодухновенно. Which means God is the source of all of the Bible. Что значит, Господь источник всего, что есть в Библии. But He says that all Scripture is profitable. И также написано, что все Писание полезно. Now He says it's profitable in 4 areas. И Он говорит о полезности в 4 сферах. It's profitable for teaching.
полезно для научения. So all doctrine or all scripture is there to instruct us. Все Писание, все доктрины здесь, чтобы нас наставить, научить. Now some people say, well, we really don't need to study the Old Testament because we're living in the New Testament. Некоторые люди говорят, ну, не надо нам этот Ветхий Завет изучать, мы уже в Новом Завете живем. Well, I think that you really can't understand the New Testament if you don't have a background in the Old Testament. И я думаю, что вы не сможете понять в полной мере Новый Завет, если вы не понимаете вот Ветхий Завет, тот фон, который он создает для Нового. If you don't understand, let's say Jeremiah 31, Например, если вы не понимаете Иеремию 31 главу and Genesis 12, и Бытие 12, then you cannot understand Romans 9, 10, and 11. то вы не сможете понять толком Римлянам 9, 10 и 11. And if you take something like the book of Revelation, И когда вы берете, например, книгу Откровения, people say, oh, I can't understand that, it's люди too говорят, hard. ой, не могу ее понять, такая сложная. Do you know that there are more than 300 references to the Old Testament found in the book of Revelation? Знаете ли вы, что в Откровении есть более 300 отсылок к Ветхому Завету? Of course you can't understand Revelation Конечно, вы не можете понять Откровение, if you never go to the Old Testament. если вы никогда в Ветхий Завет не заглядываете. So all Scripture is profitable for teaching. Но все Писание богодухновенно и полезно для научения, Secondly, it's profitable for reproof. также полезно для обличения. What does that mean? Что это значит? It points out where we are wrong. И оно указывает нам на наши ошибки, на наши, там, где мы неправы. And as we study Scripture, we can see our own failures. И когда мы изучаем Писание, мы можем видеть наши собственные ошибки и провалы. Either because we have transgressed the laws of God, Либо там, где мы нарушили Божий закон, or we see failure in the lives of others. или мы видим ошибки в жизни других людей. And so all Scripture is profitable to point out our shortcomings. И таким образом Писание, все Писание полезно для того, чтобы указать нам на наши грехи, недостатки, ошибки и провалы. But it doesn't simply condemn us. Но оно не просто нас осуждает, Scripture is also profitable to correct us. оно также способно нас исправить Tell us what to do right, и сказать нам, что, как поступать how правильно. to do it properly, Но how to do it properly. и как сделать это правильно. Mhm. And then fourthly, it says, for instruction in righteousness. И в-четвертых, оно говорит, что Писание полезно для наставления праведности. Do you have instruction there? Есть у вас What do you have? наставление в праведности. What is that nastavlение? It's almost праведность, конечно. This is the word for child training. Да, и вот это слово, вообще говоря, относится к воспитанию детей. Воспитанию детей, да. Over and over, the Scripture trains us in the ways of God.
Снова и снова Писание наставляет нас в Божьих путях. How do children learn? Как учатся дети? By repetition. Повторяя. You do something 1,000 times. Вы делаете нечто 1000 раз. Over and over. Снова и снова. And all Scripture is profitable for training us И все Писание полезно для наставления нас in righteousness. в праведности. Righteousness, of course, is God's character, И праведность, это, понятное дело, характер Бога. and we are to conduct ourselves in a righteous manner. И нам нужно себя вести в манере, которая правильна, правильным образом. So, there are people in our day who actually think that they can ignore the Old Testament. И в наши дни встречаются люди, которые думают, что можно, в общем-то, Ветхий Завет проигнорировать, ну, не обращать They внимания. say, well, we're not Jews, Они говорят, мы же не евреи, we're not under the law, мы уже не под законом. things are very different today. Все уже сейчас стало совершенно по-другому. Oh, I don't need to study the Old Testament. Не нужно мне этот Ветхий I'll only Завет. study the New Testament. Я только Новый Завет буду And изучать. some are even more narrow than that. They say, well, I'm only going to study the epistles of Paul. А еще некоторые, еще более узколобые, говорят, что я только послание Павла буду изучать. And then there are people who actually live this way. И есть люди, которые вот так и живут. But we need to come to understand the Bible, Но нам нужно понять Библию how all of the books fit together. целиком и как все книги складываются в одну. Now you'll have a course later called Bibliology И у вас позже будет курс под названием «Библиология», that will study how the Bible was composed, how it was put together. и там мы изучим, как Библия была написана, составлена, собрана в канон. But just to give you a little introduction, Просто хотел вам дать небольшое введение к вопросу. we've divided the Bible into two big parts. Мы делим Библию на две больших части, два больших раздела. Old Testament, New Testament. Ветхий Завет и Новый Завет. In the Old Testament there are 39 books. В Ветхом Завете 39 книг, In the New Testament there are 27 books. в Новом Завете 27 книг. The 66 books were written by more than 40 men. Эти 66 книг были написаны более чем 40, то есть было авторов более 40 человек, Over a period of about 1,500 years, и на протяжении 1500 лет. written in 3 different languages, Написано на 3 различных языках, written from 3 different continents, написано на 3 различных континентах, and yet there is a perfect unity, и при этом есть совершенное единство. no contradictions, Между этими книгами нет противоречий, and while there are many different genres, и хотя есть множество различных жанров many different topics, и тем, there is no confusion, no contradictions. нету между ними противоречий и никаких разночтений. Now in the Old Testament, В Ветхом Завете in the Hebrew Bible they had a threefold division. в еврейской Библии у них было разделение на Ветхого Завета на 3 основных раздела. What they called the law, Первый они называли закон or the Torah. или Тора. They had the prophets, Второй раздел это были пророки,
and they had what they called the writings, И третье, то, что они называли Писанием. sometimes called the scrolls. И, Писание. The law Закон, is sometimes referred to as Moses or the books of Moses. или его называют закон, или его называют Моисей, или закон Моисеев, или книги Моисея. These would be the first 5 books of the Old Testament. Первые 5 книг Ветхого Завета. The prophets Пророки were divided into what the Jews called the former prophets and the latter prophets. Мы их делим на тех, кто, как евреи делили на ранних и поздних. Mostly these were written by men who had the official position in Israel of being a prophet. They were officially prophets. Но в основном они написаны людьми, которые в Израиле официально занимали положение пророков, то есть были такими официальными пророками. The writings were written by men who had a prophetic gift, but they didn't hold the office. Писания были записаны людьми, которые у них был дар пророческий, но они не занимали положение пророков. У них не было официального положения, должности. Men like David and Solomon, Например, как Давид и Соломон, Daniel. Даниил. We say, oh, Daniel's a prophet. Мы говорим, Даниил же пророк. Yes. Да. But he wasn't an official prophet. That is, he didn't hold that position in Israel. Но он не был официальным назначенным пророком. Он это положение в Израиле не занимал. Well, you'll get that in more detail in bibliology. Но мы до этого всего детально доберемся и рассмотрим в курсе библиологии. Okay, now in the Old Testament, Итак, в Ветхом Завете. I want you to remember 5, 12, 5, 5, 12. Хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. 5, 12, 5, 5, 12. We divide our Bible a little differently from the organization of the Jewish Bible. Мы делим нашу Библию немножко иначе, чем делили ее евреи. И как была разделена еврейская Библия. For example, what's the last book in your Old Testament? Например, какая ваша Библия последняя книга в Ветхом Завете? Okay. In the Hebrew Bible, it's 2 Chronicles. А в еврейской Библии это второй Паралипоменон. So they've arranged the books in a different order. Они составили книги, упорядочили книги в другом порядке, в другой последовательности. But here's the way we have our Old Testament arranged. Но вот так упорядочен составлен наш Ветхий Завет. We have the Torah, Есть у нас Тора or the Pentateuch. или Пятикнижие. Then we have the historical books, Также есть у нас исторические книги, which goes from Joshua которые начинаются с книги Иисуса Навина through Esther. и до Исфири. Then we have the poetic books, И дальше у нас есть поэтические книги. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Иов, Псалмы, Экклезиаст, Песня песней and Proverbs. и притчи. And then we have here the prophetic books, И дальше у нас поэтические книги. and we divide those into 2 categories. Prophetic. Prophetic. Пардон. This is the poetic here. Да, yeah. This is the prophetic. Спасибо. And in the prophetic we have 2 categories. И в пророческих книгах две категории, два раздела.
We call these the major prophets. Называемые большие пророки. And here they're called the minor prophets. Ну и малые пророки. Now, these are called major prophets not because they're more important, but because they generally wrote longer books. Ну, большие пророки называют не потому, что они важнее, а просто потому, что они книги написали более длинные. But this would be Isaiah, Это вот у нас Jeremiah, большие пророки Исаия, Иеремия, Ezekiel, Daniel, Иезекииль, Даниил. and they also include Lamentations in there, which is И также включают плач Иеремии в нее, just because it's associated with Jeremiah, ну, потому что связывают ее с Иеремией. even though it's a relatively short book Хотя книга это сравнительно маленькая. and not prophetic in nature at all. И по природе своей, вообще говоря, не пророческая. Now, the minor prophets, А вот малые пророки they're called minor because the books tend to be shorter. называются малыми, потому что их книги в основном небольшенькие. And so this would go from Hosea through Malachi. И начинаются они с книги Осии и заканчиваются книгой Малахии. Now, the Old Testament, Так, Ветхий Завет, the Jews have always recognized these 39 books as being part of Scripture. евреи всегда рассматривали эти 39 книг как часть Писания. And actually in the Hebrew Bible they originally had only 24 books. В оригинальной Библии еврейской у них было только 24 книги. But they had all of this material. Но они включали весь этот материал. But they put it together differently. Просто они его составили иначе. You say, well, how can you get 24 books when we have 39? Вы спросите, а как же у нас 24 книги, а у нас 39? And they did things, for example, the 12, and that's what the Jews call it, was the 12. Например, они взяли все вот эти 12 пророков и так их называли, 12. They just counted it one book. И смотрели на них как на одну книгу. And then you had, like, 1st and 2nd Samuel was one book. И, например, 1 и 2 царств была просто одна книга. 3rd and 4th Kings, one book. 3 и 4 царств тоже одна книга. 1st and 2nd Chronicles, one book. 1 и 2 Паралипоменон тоже одна книга. Ezra, Nehemiah, one book. Ездра, Неемия, одна книга. Why did they divide the Kings and the Chronicles? Как вы думаете, почему они разделяли 3 и 4 царств и книги Паралипоменон? As you know by this time, in the Hebrew, the original Hebrew, they had no vowel letters. Vowel. A-E-I-O-U, as opposed to consonants. Да, и как вы, наверное, уже знаете, в еврейском языке нету гласных. Right? Гласных букв. In the Greek language, of course, they have vowels. Ну и в греческом, конечно же, у них были гласные. Now, when they translated the Hebrew Old Testament into Greek, И когда они перевели еврейский Ветхий Завет на греческий, it took up a lot more room. он занял намного больше места из-за гласных. And so they said, these books are too long. И они сказали, ой, очень длинные эти книги получились. So they just divided them. И они их просто разделили. Yeah. Okay, well, we'll just take the first book of Kings, we'll cut it into 2 parts. Ну, то есть, и у нас первая, ну, вот эта книга царств, ну, 3 царство, вообще она тоже была разделена на 2 части. Very arbitrary decision, Очень такое волевое решение. but that's what they did.
Ну, то, как они сделали. And then others, they said, we don't want to have a bunch of little scrolls. И насчет других они сказали, ну, мы не хотим иметь много таких маленьких этих писаний, кусочков. We'll just put these 12 together. Ну, мы все эти 12 просто маленьких палков соберем вместе. Okay. All right. So if you remember 5:12, 5, 5, 12. Ну, и поэтому старайтесь запомнить вот эту последовательность 5, 12, 5, 5, 12. That will tell you the divisions of the Old Testament that we make. И это вам напомнит о том разделении Ветхого Завета, которое мы делаем. Okay. You'll never properly understand the New Testament if the Old Testament is a mystery to you. И вы никогда не поймете правильно, в полной мере, Новый Завет, если Ветхий Завет для вас остается тайной за I think that for the average Christian in our day, they don't understand the pattern, the unity. И я думаю, что средний христианин в наши дни, он не понимает ни единства этих книг, ни общего, ну, скажем так, шаблон или... Or the progression Или, да, of the Old Testament. как развивается Ветхий Завет, как развивается откровение Ветхого Завета. People know about Noah and the Ark and Moses in the Red Sea. Ну, люди знают, конечно, про ковчег Ноев, про Моисея в Красном море. David and Goliath. Знают истории там про Давида и Голиафа. And maybe a few other stories from the Old Ну, Testament. еще несколько историй могут из Ветхого Завета. But I think for most people, they just think that what you have is a bunch of stories that have been collected and put together in a book. И я думаю, что большинство людей смотрят на Ветхий Завет как просто набор историй, которые собрали и вот в одной книге, разместили. You can go down here to Детский мир and find a book of children's stories. Вы можете пойти в детский мир, найти там книги с историями для детей. They might have 25 or 30 stories, all in one book. Там 25-30 историй, все в одну книгу собраны. But they're not connected in any way. Никоим образом друг с другом не Each one is a связаны. separate story. Каждая из них это просто отдельная история. Right? Да? A lot of people think the Old Testament's like that. И многие люди о Ветхом Завете думают в том же духе. It's not. Но Ветхий Завет не такой. There's a relationship among all of the various things recorded in the Old Testament. Есть связь между всеми этими различными вещами, записанными в Ветхом Завете. So we need to get a clear comprehension of the Old Testament. И поэтому нам нужно ясно понимать